Привет, меня зовут Пол, и моя цель изменить твой английский раз и навсегда. Сегодня мы выясним, в чем же заключается разница между использованием глаголов действия и глаголов to be в грамматическом времени present simple. Этот урок должен предостеречь твои недавно сформировавшиеся знания о времени present simple от самой большой ошибки, допускаемой многими в этой грамматике, а именно смешивание глаголов действия с глаголами to be. Это наш первый менторский /наставнический урок, поэтому наберись терпения, так как сказанное и, надеюсь, усвоенное сегодня спасет тебя от надвигающейся каши в голове. В общем, устраивайся поудобней, мы начинаем! Смотри, самой большой ошибкой в английском языке является желание смешивать два абсолютно разных способа выражения мысли в один, а именно глагола действия с глаголом to be. И вот тебе несколько предложений, наглядно демонстрирующих данную ошибку. Например, I am come to school. Я иду в школу. She is like it. Ей это нравится. They aren't go home. Они не идут домой. You don't good. Ты не хороший. He doesn't interesting. Он неинтересный. Так, ты сейчас можешь подумать, что за бред? Кто вообще так может говорить? Поверь мне, очень многие студенты, выучив грамматику глагола действия и глагола to be по отдельности, не разобравшись с их смысловой разницей, могут допускать такие бредовые ошибки, сами того не понимая. Знаю, на данном этапе тебе очень сложно, но позволь мне помочь разложить тебе все по полочкам. Во-первых, давай вспомним из предыдущих уроков, что у нас есть всего лишь два способа выражения собственных мыслей. Первый – через действие. Например, I work – я работаю. You study – ты учишься. She teaches – она учит. И второй – через состояние. I'm a worker – я работник. You are a student – ты ученик. She is a teacher – она учитель. Только что перечисленные примеры можно сравнить с солью и сахаром. Пример, конечно, получится немного необычный, но ты слушай внимательно и пытайся уловить его главный смысл, окей? Собственно, сам пример. Допустим, если добавить соли в яйцо, то оно станет вкуснее. Или если в пирог добавить сахара, то он станет слаще, верно? А теперь небольшой вывод. Оба перечисленных продукта обладают уникальными вкусовыми свойствами, но зачастую используются в кулинарии для разных целей. И тот факт, что соль и сахар улучшают вкусовые качества определенных продуктов, не значит, что их нужно смешивать каждый раз, надеясь на еще лучший результат. Что я хотел этим сказать? Люди, только начавшие изучать английский, пытаются смешивать такие две абсолютно разные части грамматики, как глагол действия и глагол to be в одном предложении. И я более чем уверен, ты один из них. Поэтому, пока еще не поздно, давай спасать твои текущие знания о present simple. Итак, чтобы понять разницу использования между глаголами действия и глаголами to be, давай выполним небольшое задание, в котором будет несколько предложений, в каждом из которых будет по два варианта, один правильный, а один с ошибкой. Твоя задача заключается в том, чтобы выбрать правильный. Повторяю, правильный. Выбирая правильный вариант, также обращай внимание на варианты с ошибками, так как цель этого задания не столько научиться говорить правильно, сколько выявлять ошибки и уметь их исправлять. Ну шо, готов? Тогда поехали! I'm come to school. I come to school.
Правильный вариант B. I come to school. Я прихожу в школу. Вариант A неправильный, так как он будет переводиться как «я есть приходить в школу». She likes it. She is like it. Правильный вариант A. She likes it. Она любит это. Вариант B неправильный, так как он будет переводиться как «она есть любить это». They don't go home. They aren't go home. Правильный вариант A. They don't go home. Они не идут домой. Вариант B неправильный, так как он будет переводиться как «они не есть идти домой». You don't good. You aren't good. Правильный вариант B. You aren't good. Ты не хороший. Вариант A неправильный, так как мы не можем использовать вспомогательный глагол don't для отрицания состояния, так как он используется для отрицания с глаголами действия. He isn't interesting. He doesn't interesting. Правильный вариант A. He isn't interesting. Он неинтересный. Вариант B неправильный, так как, повторюсь, мы не можем использовать вспомогательный глагол doesn't для отрицания состояния, так как он используется для отрицания с глаголами действия после местоимений he, she, it. You are speak. You speak. Правильный вариант B. You speak. Ты говоришь. Вариант A неправильный, так как он будет переводиться как «ты есть говорить». I don't understand. I am not understand. Правильный вариант A. I don't understand. Я не понимаю. Вариант B неправильный, так как он будет переводиться как «я не есть понимать». She is wanted. She wants it. Правильный вариант B. She wants it. Она хочет это. Вариант A неправильный, так как он будет переводиться как «она есть хотеть это». He isn't like it. He doesn't like it. Правильный ответ B. He doesn't like it. Он не любит это. Вариант A неправильный, так как он будет переводиться как «он не есть любить это». Do you know it? Are you know it? Правильный вариант A. Do you know it? Ты знаешь это? Вариант B неправильный, так как он будет переводиться как «быть ты знать это». Круто! Знаю, у тебя все должно было получиться. Но поверь, анализ таких ошибок на бумаге и в устной речи – это две абсолютно разные вещи. Надеюсь, теперь ты умеешь понимать разницу между предложениями действия и состояния, и впредь больше не будешь так бездумно смешивать глагол действия с глаголами to be в одном предложении. А если и будешь, то с пониманием того, что только что ты допустил, ох, какую ошибку, которую срочно нужно исправить. В общем и целом, желаю тебе не бояться ошибок. Совершай, анализируй и исправляй собственные ошибки. Не воспринимай их как что-то плохое, наоборот, воспринимай их как новые точки роста. Ошибки – это нормально, если, конечно, ты не совершаешь одну и ту же ошибку по 150 раз, тем самым выводя своего учителя из себя. Короче, надеюсь, ты все понял. Продолжай учить английский и иди к своим целям. Увидимся на следующих уроках. Wish you luck! Друг мой, если тебе понравилось данное занятие, а также мой подход к изучению английского языка, то я приглашаю тебя стать моим учеником. Свяжись со мной и записывайся на индивидуальные, парные или групповые занятия. Все возможные варианты связи ищи в описании под этим видео. Но если ты из тех, кто привык всего добиваться сам, то приобретай мои методички и достигай поставленных целей быстрее и эффективнее. Благодарю за внимание, всех благ!